Идея декора шарика прозрачного, внутри которого целый новогодний мир, у меня созрела еще в прошлом году. Но, к сожалению, я так в прошлом году и не добралась до магазина, чтобы приобрести этот шарик и создать элементы из запекаемой полимерной глины для того, чтобы наполнить его внутри. Но в этом году все-таки мои ручки добрались до этого, поэтому в этом мастер-классе мы будем с вами декорировать и создавать новогодний елочный шар. Вот такой новогодний шар мне удалось достать. Он открывается. Элементы в него можно помещать достаточно крупные. Шарик пластмассовый, у него есть окошко, в которое на передний план тоже можно будет что-то разместить. Итак, смотрите, в качестве основы для елочек я буду использовать достаточно толстую проволоку. Это флористическая 1,2 мм толщиной. Я ее накручиваю тонкогубцами. В общем, нужно сейчас сделать вот такую вот пружинку. Эта пружинка будет основой для елочки, и на ней будет легко и просто потом уже создавать, формировать иголочки. Затем беру зеленую пластику и накрываю пружинку зеленой глиной. Формирую конус, по типу будет елочки. Единственное, смотрите по размерам вашего шарика, чтобы елочка внутрь помещалась, чтобы потом не пришлось ее обрезать. Ну и в то же время, чтобы она не была слишком маленькая. Хотя, в принципе, елочки нужны будут и большие, и маленькие. Я их сделала 4 штучки. И смотрите, теперь беру кусачки, маникюрные кусачки. Вы можете делать это маникюрными маленькими ножничками. Из острой части, с верхушки елочки, вот так вот в шахматном порядке, ряд за рядом я делаю такие насечки, которые будут имитировать иголочки. Потренируйтесь немножко, потому что при более сильном нажатии вы можете срезать пластику, поэтому я думаю, что на 5-й и 6-й иголочке начнет все получаться, и вы будете только надкусывать глину, но не прорезать ее до конца. Делаем частые проходы, частые иголочки до самого основания елки. Затем я срезаю лишнюю проволочку и в губку вставляю елочку. В губке мы и будем запекать. Вы видите, один снеговик у меня уже готов, на губке стоит, ждет запекания. И давайте сделаем второго снеговичка. Делаем из белой полимерной глины 3 шарика разных размеров. Дальше берем проволочку, никакого основания пока не делаем. И на проволочку нанизываем шарики. Самый большой внизу, средний и маленький сверху будет шарик. В принципе, все как у настоящего снеговика, когда мы его лепим из снега. Смотрите, когда я последний шарик нанизала белый, я чуть-чуть снеговичка проталкиваю вниз по проволочке, опускаю его, и в верхней части делаю маленькую петелечку, такой ограничитель, который будет держать нашу голову нашего снеговичка. Петлю не обязательно до конца закрывать, потому что там будет еще у нас черная шляпа крепиться. Итак, смотрите, сейчас я делаю тонкие полоски из черной пластики и вот так вот надрезаю, как делаю веточку с маленькими ответвлениями. Это будут у нас ручки. Но пока мы их откладываем в сторону, не трогаем, чтобы не деформировать. И делаем 3 черных пуговички и 2 черных глазика. И сразу крепим на снеговичка. Пуговички на средней части, глазки на верхней. Дальше из оранжевой пластики делаем такую маленькую морковочку, крепим ее внизу под глазками. И из черной пластики делаем тоненькую полосочку. Это будет у нас улыбка снеговика. Теперь делаем шляпу, берем черную пластику, берем стек с шариком и на этот стек с шариком нанизываем и как бы растягиваем этот шарик из черной пластики. Дальше мы делаем края, вытягиваем их немножко пальчиками, утончаем их, и видите, уже форма шляпы образуется. Потом просто нам нужно будет ее снять со стека и уложить на верхнюю часть снеговичка. Так, вот добрались мы до ручек, они у меня длинноватые с первого раза получились, поэтому я их чуть-чуть сейчас укоротила и на среднем шарике по бокам располагаю ручки веточки снеговика. Он очень маленький получился, в принципе, больше ничего я добавлять не буду. Также воткну проволочку в губку, и сейчас мы приступим еще к кустикам. Сделаем коричневые веточки, маленькие. Также берем проволочку за основу, в верхней части проволочки делаем петельку и затем начинаем делать маленькие коричневые такие колбаски. Опять же делим на маленькие сегменты, на веточки с 2 сторон. Получается как веточка с более маленькими ответвлениями. И вот пучком мы их присоединяем к коричневому основанию, которое мы закрепили на петельке проволочной.
Вот такая вот метелка у нас маленькая получается. В разные стороны у нас торчат ветки. Вот таких вот кустиков я сделала 4 штуки. И теперь мы все можем отправлять уже запекать. Кустики, снеговичков и елочки. Основу под елочную игрушку я решила покрыть белой акриловой краской, причем покрывала в 2 слоя. Первый слой просох, покрыла вторым слоем. И елочки уже запеклись. Я им тоже решила придать заснеженности, поэтому белой акриловой краской, вот так получается против шерсти, против иголок, я провожу кисточкой полусухой и чуть-чуть оттеняем елочки, как будто на них только что снежок упал. Итак, смотрите, основание проволочное у елочек. Это у елочек, у снеговичков, у кустиков я срезаю и потом делаю вот такие вот зигзагообразные петли. Чуть-чуть их выворачиваю в плоскость, чтобы можно было приклеить, сильно елочки не торчали. И теперь берем клеевой пистолет. Сначала я оформляю дно шарика. В том месте, где мы наносили белую акриловую краску, я сейчас клеевым пистолетом все это заполняю, одну половинку. И быстренько, пока клей не высох, беру искусственный снег и искусственный снег наношу на клей. На второй половинке также. Только смотрите, не испачкайте клеем ту часть, где будет состыковка у нас 2 половинок шарика. Ну а теперь начинаем приклеивать елочки. Вот в том месте, как раз где мы несколько раз зигзагообразно сгибали проволоку, в том месте наношу достаточно обильно клея силиконового, приклеиваю елочку к основанию и снежком искусственным припорошила сейчас те места, где клей мог у нас вылезти за пределы елочки или тех местах, где он мог быть виден. Также вторую елочку, обратите внимание, что на задний план я креплю 2 самых высоких и длинных елочки. И опять же снежком припорошила те места, где у нас виднеется клей. Это как раз и объема дополнительного даст. Потом шарик я закрыла и на передний план уже через окошко в шарике размещаю елочки дальше. Шовчик стараюсь сильно не трогать, потому что вдруг придется когда-то раскрыть этот шарик. Размещаю сейчас елочки. Между елочками дальше кустики размещаю. Уже здесь помогаю себе пинцетом. Дальше креплю первого снеговичка. Придерживайте пинцетом до тех пор, пока не схватится клей. Потом на заднем плане еще размещаю кустик. На передний план размещаю второго снеговичка, который у нас чуть меньшего размера, и маленький кустик на передний план. Вот и все. А чтобы шарик сделать еще интереснее, я решила, что сверху он тоже должен быть припорошен снегом. Здесь я уже взяла клей-момент, аккуратненько нанесла его на одну половинку шарика, распределила волнообразно и быстренько на него насыпала искусственного снега и прямо его так припечатала в клей, чтобы он схватился. И вторую половинку шарика также оформляем, но снегом припорошила я только верхнюю часть. А еще у меня есть такие звездочки. Я покупала в магазине все для нейл-арта, и также я на клей момент звездочки приклеиваю, то есть обратную сторону чуть-чуть промазываю и быстренько-быстренько приклеиваю их к шарику. Не заполняю всю поверхность, просто вот до серединки шарика, пускай он висит, блестит, переливается. Дальше нам останется только ленточку красивую подобрать, у меня такая вот серебристая была, и все, наш шарик готов. Посмотрите, какой удивительный новогодний мир, новогодняя картинка появилась внутри этого шарика. А к тому же шарик получился достаточно легкий за счет того, что он сам по себе пластиковый. Внутри мы поместили не так много тяжелых изделий из полимерной глины, снег очень легкий. Уверена, что такой шарик займет достойное, такое почетное место на вашей новогодней красавице. Если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые мастер-классы. На сегодня, друзья, это все. И до новых встреч на канале.